всем, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня предлагаю вам приготовить простой пирог из слоеного теста с кремом и грушами. Сначала приготовим заварной крем. Для этого в сотейник наливаем 200 мл молока, высыпаем 50 г сахара, разбиваем одно яйцо и добавляем 20 г муки. Все хорошо перемешиваем венчиком до однородности, чтобы никаких комочков не осталось. Теперь включаем огонь и доводим массу до кипения, периодически помешивая. Крем не должен приставать ко дну и стенкам сотейника. У меня на канале еще много рецептов простых пирогов к чаю. Ссылочку на плейлист обязательно оставлю в описании под этим видео. Как только масса закипит, то сразу же густеет. Выключаем огонь и ненадолго оставляем. Пока крем немного остывает, подготовим груши. Их нужно вымыть и очистить от кожуры. Разрезаем груши на половинки и удаляем сердцевинки, хвостики при этом оставляем. Для пирога нам понадобится 3 половинки груш. Сразу подготовим противень, его нужно смазать растительным маслом, застилать бумагой в этот раз не буду. Рабочую поверхность нужно немного припылить мукой, затем выложить пласт готового бездрожжевого слоеного теста. Сверху тесто также припылим мукой и немного раскатаем. Для этого пирога можно взять 2 пласта теста, тогда крема и груш нужно будет в 2 раза больше. Раскатанное тесто аккуратно переносим на противень. По краю нужно сделать такие бортики, чтобы при выпекании крем не растекся. Теперь по всей поверхности распределяем заварной крем. Поверх крема выкладываем половинки груш срезом вниз и на расстоянии друг от друга. Груши я хочу смазать сливочным маслом, для этого примерно 20 грамм масла нужно растопить. Я это делаю в микроволновке, можно растопить и на плите. Смазываем растопленным маслом груши. Немного масла осталось, смаживаем тесто по краям. Сверху груши присыпаем сахаром. Красиво смотрелся бы коричневый сахар, также можно добавить немного корицы. Отправляем наш пирог в разогретую духовку до 190 градусов примерно на 30-40 минут. Тесто должно пропечься, а груши стать мягкими. К готовому пирогу даем остыть до теплого состояния, затем перекладываем на тарелку и нарезаем на порционные кусочки. Один пласт теста делится всего на 3 кусочка, поэтому рекомендую готовить сразу двойную порцию. На вид этот пирог может и не очень аппетитный, но если вы не знаете, что новенького испечь из готового слоеного теста, то попробуйте этот простой десерт с грушами или другими фруктами и ягодами. Приятного аппетита!